Ребята, вот первый раз решили перекусить дошираками. Да. Удобно, кстати, берешь термос кипяточки. Заливаешь. Кипяточек в термосе. Кипяточек в термосе заливаешь. И такой горячий полдник готов. Но если честно, сегодня мы умучились. Дважды пытались найти место, не нашли. Не нашли. Понимаете, если бы это было настолько просто, насколько оказалось это все-таки сложно. Помимо того, что по карте все понятно и как мы можем ехать, на деле оказывается, что все непонятно. Дорог нету. И дорог нету. И дорог нету, я думаю, в видео вы увидите, как их нету. Когда сообщение между деревнями, это только трактор. Больше ничего нету. Ну, даже вот, видно будет, как мы заезжали сюда. Да. Брод, моста нету. Пройдет только, наверное, подготовленный внедорожник. Со шноркелем какой-нибудь. Ну, может быть, УАЗик. И поэтому очень тяжело. Карта, это, можно сказать, только ориентир. Ребят встретили даже местных, и то они не смогли нам... Так как в этих местах интернета нету, что-то увидеть тоже бесполезно получается. Ну, все равно интересно, в принципе-то, получилось. Можем выпускать еще дороги, но так как у нас сегодня еще поездка связана с экспериментом по емкости топливного бака и по расходу. Да, я думаю, я это запечатлел, видео это будет. Все-таки я обсох, Андрей еще до сих пор не обсох. Вот мы перед очередным, скажем так, штурмом Брода решили перекусить, заодно моторы остынут. С учетом, что мы ездили первая, вторая, моторы горячие, сегодня тепло очень. Да, поэтому... Несмотря на сентябрь. Да, несмотря градусов. на сентябрь, 25 градусов. На природе доширак как никогда вкусен. Ну, особенно если когда еще не ел целый день. Про мотоциклы ничего плохого не скажем. Их вес это их преимущество. Да, вот сейчас помогали парню вытаскивать, как он называется, охотник? Охотник, есть такой мотоцикл, да, он уже больше как мотоцикл и весит даже 130 килограмм. Парню 14 или сколько да, лет, он не справляется он не с ним. справился бы, да, он его не может вытащить. Он гораздо тяжелее наших мотоциклов, мопедов. На таких дорогах очень выматывает вес. И если бы техника тяжелее была бы, Да. она бы вымотала. Ну, все равно не зря съездили. Сюда мы хотели съездить. Есть у нас еще планы, куда съездить. Я думаю, будет еще одна поездка у нас. Ну, плюс еще, как здесь оказалось, здесь аэродром. Ну, аэродром видео будет, да. Это было такой один из ключевых моментов, когда мне реально вот никогда не видел, понравилось. Можно полетать, предлагаю Игорю, он не хочет. Я я летаю на самолетах, но вот почему-то на этих парапланах я не особенно хочу. Бери огурец, Игорек. И еще дадут этот парашют. Сказали, даже порулить дадут. Я же не подавился по поводу порулить. Хотели, скажем так, в конце поездки более развернутое что-то сделать. Думали, планировали, но, знаете, так замотались, устали, что, я думаю, сил ни на что уже не остается. Ролтон выручает. А еще тут надо пересекать нам очередной брод. То есть Ну, ты говори, да. Вода была примерно вот по Котофот. То есть вот где-то вот посюда. То есть это так как выяснили, забор воздуха примерно на этой линии, то как бы не страшно. Хотя паренек, которого встретили, умудрился залить. Питбайк. Питбайк, да. Но он знал, что здесь брод, но все равно почему-то... У питбайка колеса маленькие, он ниже, наверное. Двигатель оказался. Ну, он еще и поехал здесь, а не ну, там, где все... Все в колючках. Вон у Игоря на Невах до сих пор колючки. Колючки пыльные. Я не знаю, что еще сказать.
Ну, куртка, я про куртку ничего не скажу. Сегодня жарко, поэтому что куртка, что футболка, во всем Да. сегодня тепло, хорошо. Ехал по дороге, ну, по ветру. Мне сегодня, сегодня сильный ветер, но все равно мне показалось, что мне комфортнее было. Из-за куртки или из-за ветровика, я не стекло знаю. же, да. Ну, на таких дорожках я не знаю. Он, наверное, что есть, что нет. Да, у нас сегодня не было особенно таких перегонов больших, где бы где я могу с полной, так сказать, Да, там, наверное, сколько по трассе? Километров 25 там так проехали. по трассе 25 километров. Поэтому Здесь 8, а дальше городская черта, да. так, поезжу еще, я думаю, будет время. Ну, видите, хотя бы обсох. Хотя расход мы уже... Ну, примерно выяснили. То есть инжектор на баке порядка, сколько, 390 километров? Ну, 350, наверное, точно проедет даже в каком-то неэкономном режиме. Но Андрей еще ездит. И он тоже, по идее, должен обсохнуть вот-вот. Да. Ну, самое интересное, я потом видео добавлю, у меня есть момент записан, когда начала моргать лампочка. Это тоже важно. Понимание резерва, оно тоже важно. Когда лампочка моргает, и у тебя там еще остается 3 литра, ты хотя бы об этом знаешь, что лампочка заморгала, у меня остается 3 литра. Потому что обычно, для меня все заморгало, все надо... Ну да. А здесь 100 километров, наверное, можно проехать, наверное. Да, вот и получается. У меня есть эта информация. Я когда буду видео монтировать, я это положу. Нет. Вот я сказал, я это положу. Ну, не положу, я это сделаю, и визуально будет понятно. Не, в сентябре вот так доширак, на улице тепло, как... После вот этой поездки уже цепь надо подтянуть, я чувствую. Вот когда ездишь по таким дорожкам нагруженным, цепь Бьет? быстро... Или пока не бьет? Начинает уже, когда передачу переключаешь. А мне, наверное, фильтр помыть надо. Игорь помыл себе, а еще нет. Очень пыльно было. Воздушный фильтр. Да. Подвеска мне нравится. Да, подвеска глотает все Очень неровности, хорошо, да. без пробоев. Подвеска нравится. Полуавтомат мне даже в этих условиях более чем... А мне даже 14 звезда здесь нравится. Первая передача здесь избыточна. Если какую-то горку, и то Вот сейчас резко. Андрей сказал про 14-ю, я вспомнил, что у меня 15-я. Короче, вот здесь я не чувствовал, что у меня 15-я. То есть 15 можно ставить, да? Да. 16 все-таки, наверное, на скорость. 15 14, наверное, для совсем сложных таких условий холмистых. Может, где-то избыточно. Что-то Так. трактор, Игорь, едет. Опять? Или нет? Не, самолеты все. Нет, самолет вверху. Он же один здесь. Не, еще какой-то завелся. Это не... Держи, Андрюх, кружку, кофейку попьем, ребята. То Бралиш место занимает все это дело. Сейчас налью. Ну, просто трактор. Не. Да сегодня открывай сильно. А что надо полностью. Разве? Да. А, хватит. Стемнело, как добираться с тех мест, где мы заблудились. Эти ребята не вернулись, скорее всего, куда-то проехали. Не, проедут, тем более местные, почему бы им не проехать? Ой, горячий.
Я уже про такие дороги деревенские и забыл. Мне казалось, что это осталось где-то давным-давно. А буквально от города чуть отъедь, и Да, вот уже 40 начинается... километров, наверное, от города, и вот такая вот... 54, ну это мы здесь больше накрутили, наверное. А глушь, она никуда не делась. Глушь, она осталась, просто места. Вот заедь сколько... А дома в кустах стоят заброшенные. Правильно? Люди ж, ну, бросают дома, уезжают. На этом, наверное... На этом... Нет, ну почему? Мы еще заснимем обратный брод. Не, обратный брод заснимем, да. Я просто, что включение с нами, наверное, вот так вдвоем мы уже не будем сегодня включаться. Хотел что сказать. Видео сделаем, смотрите наши приключения, будем еще ездить. Жаль, конечно, что до места назначения мы так и не добрались. Не доехали, даже не будем говорить, наверное, место назначения, потому что не исключено, что мы еще поедем, когда-нибудь до него доберемся. И всем будет интрига, какое место назначения. Да. А мы потом скажем, вот не доехали до этого места назначения, а в этом видео мы доехали до этого места назначения. Подписывайтесь, то мы смотрим. Просмотров много. Да, просмотров много, подписчиков не хватает, конечно. Да. Хотелось бы подписчиков побольше, тогда и канал быстрее, конечно, развивается, когда подписчиков больше. Так что Ну и нас это тоже как-то стимулирует к тому, смотрите, чтобы работать. обязательно Да. подписывайтесь. Да, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Может, запустим телеграм-канал, пока смотрим, пока. Напишите, вот заодно вопрос сразу такой к вам. Стоит ли на Рутубе что-то пытаться делать? То есть мы сделали, как бы хотим видео перенести, чтобы была возможность посмотреть. Ну, пока не знаем, переходить туда, не переходить. Смотрите вы там или не смотрите. Может, наши зрители вообще там не смотрят, поэтому какой нам смысл туда вообще что-то, правильно? Так что вот так. Смотрите видео, пишите, подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока. Пока. Так, Андрей брод будет сейчас переезжать. Перекусили, можно и брод переезжать. Он крадется. Тихонечку. Вот он. О. Вот так, ребят, проехали мы нашу водную преграду. Андрюха, наверное, об это обсох.
как ежик в тумане ездишь. КамАЗы тут носятся тут. Это Андрюха. А вон он видно. Еду, прикинь, да, это самое. Там еще машина сзади едет, думаю, надо чуть скорость снизить. Ага. Включаю вторую, знаешь, такой жух и жопу, ну как бы это, ну как на юза. Я такой, что за нафиг? А он заглох. А он заглох, да. То вот и Андрей обсох. Да. Что хочу заметить, расход у Игоря гораздо меньше, и запас хода, соответственно, больше. Я заглох на 310 километров. Так что вот так. Все-таки да, ну, в принципе, это ожидаемо. Ребят, стоишь, тут такая полевая обстановка, как ежик. Я смотрю, фара есть, Андрюха едет. Потом пыль, КамАЗ, я уже ничего не вижу. Думаю, когда же он из пыли появится. А потом чувствую, что кто-то мне звонит. Смотрю на часы, Андрюха звонит. Ну, я так и понял сразу, даже брать не стал, что обсох он. Потому что этот момент, вот... Либо упал, либо обсох. Да. Просто этот момент должен был случиться, и вот он как бы случился. Все мы по разу обсохли. Он литр залил, ну не буду я ему пока заливать. Я надеюсь, мне хватит до Гагарина, и поэтому там уже зальем свежего. Да. Поэтому вот такая ситуация дорожная, ребят. Ну, ожидаемая, планируемая, да? Но сам... Ну, конечно, да, мы не выяснили все-таки объем бака. Объем бака. Плохо, что это вдалеке от заправок все случилось. Вот заодно можно, кстати, и узнать, сколько проедем на литре. А нет, не буду я узнавать, сколько проедем на литре. Так, Игорь, ставь обратно мне салфетки. На литре не можем узнать, а вот если бы совпадение, как бы это бы совпало, чтобы мы... То... Оба. Я этой салфеткой вытер лицо. Я даже не хочу, ребят, вытирать салфеткой лицо. Я знаю, что это будет такая же салфетка, как у Андрея. Тут просто пылевая обстановка, я не знаю. Все чумазы. Оно все в пыли. Ладно, потом соберемся, как с Андреем. Запустим его керхер или на мойку заеду. Да, помою. Делов-то. Тогда мы еще сильнее в грязи лазили, да? Да. Сейчас пыль, она Здесь пыль. Да, пыль тут, как говорится, первый дождик и все.